Итак, мы производим тестовый пробный запуск ноутбука до его ремонта. Нажимаем кнопочку и вот эту кнопочку. Время пошло. Сколько же он грузится в данный момент времени? Смотрим. 13 секунд, 15, 16. И чтобы сравнить, сколько он будет грузиться, когда мы его немножечко подразгоним, починим. Итак, мы заходим. Не знаю, куда заходить. Вот этот пользователь, например. Уже 50 секунд. Уже больше минуты. Windows 7 домашняя базовая. Здесь установлена. Да, конечно, долго. Я уже устал ждать. Ага, вот появились какие-то иконки. Давайте запустим, например, Chrome. Ну, вот запустим, будем считать, что наш тест завершен. Сколько что всего понаставлено, кошмар. Ну, наверное, так надо. Так, ну где Chrome-то? Я нажал? Нажал еще раз. Ну что, не запускается, что ли? О, вот он запустился 2 раза. Все, стоп. Привет всем. В этом видео мы попробуем, а точнее под руководством ютубчика и собственного опыта попробуем отремонтировать и ускорить вот этот ноутбук Samsung, который NP300 и что-то там дальше. Очень неплохой аппарат. В общем-то, стандартно сделаем ему SSD диск. Вот он, кстати, вместо обычного жесткого диска. Вот он, SSD. И добавим памяти. Ну и поставим Windows 10 и посмотрим, сколько он будет грузиться. Сейчас для того, чтобы на нем начать работать, нужно практически около 2,5 минут. То есть столько он приходит в себя после включения кнопки питания. Ну что, приступим? Приступим. Для этого что мы делаем? Мы его выключаем. Завершение работы. Сейчас на нем установлен Windows Home. Домашний базовый, короче. Так, нам нужны отвертки. Мы воспользуемся сегодня супер отверткой вот этой вот Black & Decker электрической. Ну, для базовых операций. А так, в принципе, есть обычные отверточки и скрывалки корпуса. Вот эти вот. Потому что придется расколупывать у него эти пистоны, которые корпус держит. У нас такие расколупалки есть. Она уже сломалась один раз. Мы еще должны будем почистить ему, почистить внутренности и, собственно говоря, заменить пасту. Что ты не выключаешься? Давай, выключайся уже. Паст у нас тоже есть. В принципе, это будет один из таких сложных моментов, когда нужно проникнуть в систему охлаждения, снять ее и почистить. Я не хочу ждать, я нажму кнопку. Ну вот все, он и сам выключился. Все, выключился. Вообще он, надо сказать, практически не шумит. Возможно, у него и хорошо все с системой охлаждения. И не надо будет ее, так сказать, прочищать. Итак, вскрываем корпус. Раз. Подождите, даже батарею сняли. Батарею сняли. Продолжаем вскрывать корпус. Тут надо, в принципе, вычесть все возможные винты. Потому что иначе корпус не открыть. То, что вот есть у него базовая такая здесь, так называемое технологическое окно. Не знаю, как это по-другому сказать.
которая позволяет делать апгрейд. Да? Так вот сдвигается, для того, чтобы добавить памяти. Вот. Мы его, конечно, сняли. Видим тут обычный диск. Видим, что памяти тут установлено. Ну, 2 слота заняты, значит, здесь 2 двушки стоят. Это немножечко осложняет нам ситуацию, потому что у нас, в принципе, с четверками дефицит. Я думал, тут четверка одна. Иди сюда, винт. Так. Да что же вы так зацепляетесь-то? Этот вот оптический драйв как-то надо извлечь. Да что ж такое? Вот. Этой отверткой хорошо достается. Так, все открутили. Вроде все. Вот тут есть еще вот эти. Их, наверное, тоже надо крутить. Проверим шпаргалку. Ага, тоже. Так, вот эти. Теперь берем скрывалку и вскрываем. Надо диск извлечь. Диск извлекаем. Здесь маленькие винтики. Их тут 4. Какой-то совсем беспонтовый. Тянем на себя диск и отсоединяем его. Диск убрали. Так. Начинаем расщелкивать корпус. Тут вот, кстати, оптический драйв. Он должен сниматься. Ладно. Потом. Отлично, когда есть нормальный инструмент для таких вещей. Сколько я промучился, кто бы знал. На всяком дурацком энтузиазме своем. Где-нибудь что-нибудь не открутил? Да не, вроде везде все открутил. Где-то что-то я не открутил. Судя по всему, здесь вот. Слишком рано приступил к расщелкиванию. Вот оптический диск драйв. Нашелся винт. Сейчас мы его вынем. Вот. Вынули. Теперь должно все пойти как по маслу. Оно почему-то не идет. Угу. Один пистон, что ли, столько мешал? Что какой-то? Просто нужно было вывинтить все винты. Правильно, и все открывается. Так. Итак, вот крышка.
Мы ее сняли. Что мы наблюдаем здесь? Сейчас мы сделаем пару фоток для заказчика. Так. Сделали. Продолжаем. Что мы видим? Что надо снимать систему охлаждения, потому что она как... И посмотрим на состояние. Да, и снимем память, потому что все равно ее менять. Какая хоть память-то? 5,3. Здесь 600. Тут не написано. 1,5 вольта. Ну ладно. Так. Снимаем систему охлаждения. Тут надо откручивать винты по порядку обязательно. Вот этот первый. Свет светит, что ничего не видно. Этот первый. Вот этот второй. Вот этот третий. Вот этот четвертый. Иначе можно повредить кристалл. Пятый. Это шестой. Вот мы снимаем систему охлаждения. Вот она. Ну, что тут можно сказать? В принципе, тут не так все плохо. То есть не так, что пипец вообще как было ужасно засрано. Но паста даже не совсем высохла. Но мы ее обновим просто. Обновим. Сейчас мы это дело сделаем в идеальном состоянии. Сейчас мы снимем вентилятор также. И... Вот, да, все понятно. Все понятно. Стой. Раз. Давай. Отключаем систему охлаждения. И достаем. Вот вентилятор. Вообще как новый. Где этот ноутбук эксплуатировался, непонятно. Ну, вот такой кисточкой сейчас все почистим. И пропылесосим. Конечно, кисточка не фонтан. У нас есть для этого зубная щетка. Ха-ха. Пылесос — необходимая вещь. Пылесосим. Ну, теперь что? Теперь надо стереть пасту с этих вот площадок со всех. Взять новую пасту и нанести ее. Берем салфеточки и стираем. Здесь только 2 чипа. Охлаждается, собственно, процессор, который можно менять, как я недавно узнал. Это давно известно тем, кто этим давно занимается. Килограммы просто какие-то. Приходится прибегать вот к таким вот средствам дедовским. Зубным щеткам. Вот мы очистили оба чипа. Теперь берем пасту и аккуратненько тонким слоем пытаемся нанести, как художник, просто на чип процессора.
и видеокарты. Возможно, это Южный мост, если процессор встроена видеокарта. Так вот как-то выглядит более красиво, чем было. Согласитесь. Это видео я снимаю не для того, чтобы показать какие-то свои супер навыки, а для друзей. В основном, чтобы они видели, что происходит с их компьютерами в моих руках. Так. Лучше, как говорится, враг хорошего, нет перфекционизму. Берем и закручиваем обратно в обратном порядке. Вентилятор, который мы почистили. Подключаем его. Подключили. Два таких маленьких винтика. Техника на грани фантастики. Так, ставим обратно систему охлаждения. Так вот, соответственно, чистая. Кстати, я вот так и не понял, как надо откручивать. Он наоборот откручивал, а закручивать надо. О, я, наверное, неправильно сделал, да? Странно, он начинает с третьего. Это же вроде как неправильно. Я начну с первого. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Подтянем первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Так, все стало на место. Теперь что? Теперь мы занимаемся памятью. Где у нас память? У нас память. Давайте поставим сначала память. Вот у меня уже были эти, которые я сам-то покупал. Вот такой вот мы поставим long диск на 240 гигабайт. Не огонь, конечно, но по сравнению с тем, что было. Стоп, надо здесь это сделать в контейнер. Поэтому мы это сделаем последним этапом. Да, давайте отложим. Потом последним этапом, когда соберем все. Берем корпус и мастырим его обратно. Вот сюда. Не забыть надо пороть эти защелки. Да. Точнее, коннектор диска. Все пистоны надо защелкнуть стопудово, с полной уверенностью. В этот раз значительно лучше у меня получилось. В прошлый раз я чуть не сломал ноутбук. Ну, чайник, что возьмешь? Чайник. Чайник же. Что ж тут поделаешь? Так. Вот теперь пора монтировать диск. Берем контейнер и диск. Раскручиваем. Вот я ноутбук уберу. Так вот он будет вот так.
Вставляем и закручиваем. Выдружаем его на место. Перевернулось, что ли? Нет. А, да, вот так надо, наоборот же. Так. Там были, я помню, такие маленькие винтики. Все довольно качественно сделано у Samsung. Не самый плохой ноутбук. Единственное, меня вот немножечко убивает вот это вот клипсы, корпус на клипсах. Ну, наверное, это для них нормальный вариант. Здесь, по-моему, большой винт, да? Так, теперь ставим оптический диск на место. Кому-то сейчас нужны оптические диски или нет, но вообще говоря, это уже стало раритетом. Ну что, попробуем, включается или нет до того момента, как собирать. Так что если мы что-то сделали не так, есть шанс переделать. Нажимаем кнопку. И ничего не происходит. А, нет, происходит. О, Samsung загорелся. Сколько памяти показываешь? Вот. Выберите, собственно говоря, boot меню. Но нам не надо boot меню. Нам надо F2 BIOS. Посмотреть, сколько памяти. Памяти 8 гигабайт, 2 слота по 4. Мы молодцы. Все. Все, выключаем. Выключился. Собираем. Скручиваем наш ноутбук. Куча вот этих вот винтиков, конечно. А, я отсюда раскручивал. Да, отсюда, вот так. Я стараюсь класть винтики так по координатам, где они были. И детали. Я думаю, так бывает у многих. Нет. А, у нас здесь есть для этого мега отвертка. Сейчас мы ее подключим в дело. Вот она. Сокращает время сборки. Вот такая отвертка. Только у нее все время вываливается бита. Магнитится плохо. Да. Ну вот, теперь крышку вернем на место. Крышка задвигается. И вот этим винтом фиксирует все. Ой. Ну и батарейку назад. Правда, говорят, что она не держит, но батарейка нужна. Итак, мы потратили 47 минут на сборку ноутбука. И теперь что? Теперь мы попробуем его загрузить с помощью USB флешки под названием Сергей Стрелец. Вот.
и, собственно, установить десятку. Я думаю, что, в принципе, можно было показывать этот процесс. Сейчас подумаю, как настроить камеру, поставить. Даже одной камеры хватит. Ноутбук какой же... Ноутбук хороший, хорошенький. Поставим вот так вот, чтобы было видно, что происходит на экране. Погнали? Погнали. Вот сюда я буду вставлять флешки, здесь порты для них. И будем ставить... А, нет, да. То есть, что нет? Да. Мы будем ставить десятку, а потом мы восстановим файлы с диска. Если это, конечно, потребуется. На самом деле, чаще всего это не требуется. Так, подключаем питание. Подключаем питание, достаем мега флешку Стрельца. Стрелец, Комсумир. Конечно, гениальная флешка, гениальная просто. Это флешечка с образом Windows. Это флешечка с образом Стрельца. Сейчас мы узнаем, какой здесь BIOS или UEFI. Здесь похоже на BIOS, потому что отображение было таким дешманским. Так, они у нас тут две помещаются? Нет, не помещаются. Значит, это надо будет ставить с другой стороны. Образ. Загружаемся. Пойдем F2. Пойдем в boot меню. Вот девайс, проверьте. USB. Смотрим. Будем ли грузиться со Стрельца? Да. Грузимся со Стрельца. Вот. Тут не видно нифига, наверное. В общем, вот. Так вот, Сергей Стрелец. WinPE X86. Было бы прикольно куда-нибудь камеру вот так поставить. Но ее не поставишь так. А у той придется переворачивать изображение. Тогда пусть так вот стоит. Экран надо, чтобы было видно. Ну, система охлаждения работает. Что не может не радовать. Так, почему нет? Можно же вот так подвинуть, да? Поставить сюда камеру. Камеру поставить. И будет видно все, что на экране мы делаем. Будем наблюдать, как мы вставляем флешки. Ну вот наш Стрелец загрузился. Мышка работает. Мы вставляем вот этот вот наш образ с Windows 10. Вставляем в другую USB разъем. О, оно определилось. Мы делаем что? Setup. Запускаем программу установки, которая есть на экране. Говорим выбрать образ вручную. Говорим, что образ наш находится на флешке. Windows 10 Pro 64 бит. Открыть. И нажимаем установить. Нажимаем запуск. Начало установки. Выбираем язык русский. Далее. Выбираем Windows 10 Pro. Самая отдельная система. Ну, по моему скромному мнению. Так. Выборочная установка. Здесь у нас показывается незанятое место на диске. Исправное. Ничего, никаких ошибок нет. Мы просто нажимаем дальше. И установка пошла. Дальше я не знаю, нужно ли даже снимать. Но, в общем-то, все как обычно. Установка Windows 10 произойдет. Мы загрузимся, поставим апдейты. Потом подключим наш диск, старый диск. Вот этот вот. Мы подключим по
по USB через переходник. Сейчас покажу переходник. Самый лучший в мире переходник. USB 3.0. Просто отдельный проводок. Вот этот проводок позволяет человеческим образом подключать. Вот такой вот проводочек. Человеческим образом подключать диск и в USB втыкать. Видите, тут синенький, значит USB 3.0. Питания хватает, и диск заводится, и можно все сбрасывать, что только ты хочешь. Очень рекомендую, ну, естественно, где? Алиэкспресс. Вот. Дисков этих старых у меня уже коллекция, не знаю, что с ними делать. Пока идет установка. Всем спасибо. Я покажу, что получилось из этого ноутбука в конце. Просто одной камеры мы посмотрим, как скоро, как быстро он будет загружаться с помощью секундомера. Спасибо. Итак, это видео мы снимаем для того, чтобы посмотреть, как же стал загружаться ноутбук, с какой скоростью после проведенного апгрейда, замены диска на SSD и добавления памяти до 8 гигабайт. Поехали. Нажимаем секундомер. Нажимаем. Включаем ноутбук. Так. Мы опять же будем запускать Google Chrome, как на прошлом видео, когда ноутбук загрузится. Итак, он загрузился. Запускаем Google Chrome. Google Chrome запустился. Стоп. 25 секунд. Эй!